Всем доброго раннего утра. Хочу напомнить своим недругам, недоброжелателям и завистникам, что секрет моего успеха не в том, что мне с неба падают алмазы и мешки с золотом, а в том, что я работаю как вол с утра до ночи и с ночи до утра, пока они дырхнут и видят 20-й сон. Вот в чем секрет моего успеха и успеха любого человека. Помните, как говорили нам в школе наши учителя? Работа сделала из человека человека. И у меня один рецепт от всех депрессий, от всех недугов, от всех отчаяний, нежелания жить и прочее. Я обычно говорю, работать не пробовали? Попробуйте, все само пройдет. Итак, дорогие друзья, бедность. Бедность, нищета, разорение – это самое страшное проклятие для человека. Люди настолько боялись обеднеть, что когда нищие просили есть или монету, обычно эту милостыню ложили на пол или на землю. Боялись прикасаться нищему человеку, чтобы вдруг не заразиться этой нищетой. Вот до такой степени был великий страх перед бедностью. Отсюда и традиция носить шапку, то есть просить шапкой либо коробку, либо какую-нибудь емкость, куда ложили монеты. Каждый раз, отдавая милостыню, нужно говорить желательно: да не оскудеет рука дающего. Если люди просят милостыню, сидя на ящике каком-нибудь, никогда милостыню таким людям не давайте. Человек может намеренно это делать, может по незнанию. В любом случае, сыграйте в ящик, называется. Действительно, не отдавайте. Не отдавайте из рук в руки. Деньги – это очень капризная энергия. Они приходят к человеку, когда человек силен, когда энергетически силен. Почему говорят, беда одна не приходит, да? Человек болеет, у него еще и безденежье начинается, у него еще и разорение начинается. Если человек физически слаб, то его энергетика вокруг, его аура, его энергетическое поле очень слабые. Мир состоит из паутины. Паутины невидимой энергии. Мы притягиваем то, что сами являемся. Если мы в данный момент сильны и настроены на хорошее, на позитив, то мы притягиваем позитивные события, нужных людей, нужные происшествия в свою жизнь. Если мы в данный момент отчаянны, если у нас безысходность, если у нас опускаются руки, то мы притягиваем еще больше беды. Именно поэтому говорят, беда одна не приходит. Когда вам плохо, соберитесь, придите в себя, чтобы не накликать еще одну беду, потому что вы становитесь лакомым куском для отрицательной энергетики. Она с радостью к вам подтянется. Бедность – это самая страшная вещь, самый страшный сон, самый великий страх человечества. Обеднеть, все потерять, разориться. Человек готов перенести душевные муки внутри себя, но не готов к физическим мучениям, потому что голод, холод, неустроенность. Знаете, есть такая кавказская поговорка: если бедность стучится в дверь, любовь прыгает в окно. Когда дома есть нужда, когда ребенок болеет, нечем лечить,
Когда женщина не может позволить себе украшения, свои определенные атрибуты своего туалета для своей красоты и так далее, сколько угодно мужчина пусть клянется в любви, в любом случае эта любовь потихоньку угасает. Все связано с материальным миром, как бы мы этого не хотели. Лучше уж плакать о любви в норковых шубах с бриллиантами, чем возле помойки. И все вот эти вот поговорки, что с милым рай в шалаше и прочее, они действуют в такой конфетно-букетный период. После этого уже начинает совершенно иное. Человек растет морально, духовно, потребности увеличиваются, рождаются дети. Одним словом, нужны деньги. Те, которые говорят, мы нищие, гордимся этим. Не смешно на них смотреть. Как правило, это люди завистливые, ненавидящие всех, кто лучше них живет. Они все орут о том, что они богаты душой, но сами день и ночь источают яд, глядя на тех, кто живет хорошо. Никогда не задумываются о том, что те, которые хорошо живут, хорошо работают. Понимаете? Нет богатой духовности на голодный желудок. Это все ерунда, это все сказки. Не существует. Если человек думает о том, чем завтра кормить своего ребенка, навряд ли этот человек очень стремится ездить в театр по каким-то культурным мероприятиям, да? У него совершенно нет желания к богатому духовному обогащению. У него совершенно земные проблемы. Поэтому, дорогие друзья, нужно стремиться усилить свою денежную силу. Я вам дарила ритуалы. Сжечь нищету, очень хороший ритуал. Изгнать нищету, изгнать горемыку. Много ритуалов, которые помогают человеку выйти из безденежья и безысходности. Я сегодня хочу подарить еще один замечательный ритуал, который вам поможет выйти из этого положения. Возьмите свою старую рубашку, старую уже, может быть, такую, знаете, разноцветную уже от того, что оно застирано. В общем, старую рубашку, старую майку, которая уже старая, в лохмоте почти, вот, пусть порванная, хоть какая. Отрежьте кусок ткани, положите на стол, положите на эту ткань 6 пятаков, желательно пятаков. Если нет у вас в стране пятаки, то возьмите любые монеты, которые у вас в стране действуют. Положите на, значит, эту материю и читайте 6 раз этот заговор. После чего завяжите нитью сверху, просто создайте некий такой мешочек черной ниткой или черной лентой. Потом привяжите как ожерелье, как подвеску к шее, выйдите на улицу. Желательно это делать после 6 вечера, где-то так. Потом выйти на улицу. На перекрестке нужно будет сказать пару слов, оторвать от себя, кинуть и уйти. Это называется скинуть от себя бедность. Итак, 6 монет. Читайте 6 раз. Соберу воедино 6 бесов. Беса бедности, беса нищеты, беса маяты, беса суеты, беса отчаяния, беса безысходности. Каждому дам по пятаку, соберу воедино, в мешок упеку, да заточу в мешке бесов. Беса бедности, беса нищеты, беса маяты, беса суеты, беса отчаяния, беса безысходности.
всех воедино соберу, в мешке завяжу и из дома вон. Завязали, на шею себе повесили, как ожерелье, и вышли на улицу. На перекрестке говорите: отвяжись от меня, бедность, нищета, маята, суета, отчаяние, безысходность. Вот так оторвали эту нить и прям кинули под ноги. Скидываю себя вас навеки. Пропадом пропадите, меня от вас освободите. Да будет так. Заклято. И идите, не оглядываясь, обратно домой. Постарайтесь в этот день на этом перекрестке ничего не делать, не проходить по этому перекрестку. Постоянно говорить воедино, воедино соберу, вы подчеркиваете вот эту энергию, действительно собираете воедино. Почему в старую рубашку? Потому что старье, рванье, да, вот это вот лохмотья, использованные уже бэушные вещи, они говорят о бедности, о том, что это уже ненужное. Вы старые с себя скинули вместе с нищетой, маятой и так далее. Если этот список забудете, можете просто себе написать на бумажке, вот на этом перекрестке прочитать, оторвать, кинуть и уйти. Очень действенный ритуал, хочу вам сказать. И на энергетическом уровне вы просто отрываете от себя вот эту бедность. Время от времени, когда у вас с финансами начинаются некие проблемы, повторяйте этот заговор. Он очень полезный. Вы знаете, что самое смешное? Самое смешное то, что те, кто меня хает, все мои ритуалы делают. Даже те, которые меня облаивал, как-то снимали свое видео, и на заднем плане случайно, нечаянно, просто даже незаметно для них, может, они и не хотели бы это показать, замаячила фортуна. Это у тех людей, которые всем говорили, что зачем к богам, это все неправильно и все такую хрень. И у них они на всякий случай купили себе фортуну, следуя моему совету. Вот что смешно. Это говорит о том, что все враги – это наши самые ярые поклонники, потому что никто не следит за нашими успехами так тщательно, как те, кто нас не любит. А может быть, любит, кто его знает. От ненависти до любви полшага, правда ведь? Когда слишком интересуется человеком, значит, какие-то чувства к этому человеку испытывает. Может, восхищение, может, желание быть такой же. Согласны? Очень многие люди за историю человечества, ненавидя друг друга, становились самыми близкими друзьями или наоборот. Так что ненависть – это тоже чувство и очень сильное. И как-то написали у меня: вы знаете, Инга, вас или очень любят, или ненавидят. А я ответила, что это нормально. Всех сильных людей за историю человечества либо любили, либо ненавидели. А Коко Шанель вообще сказала: женщина, которая сумела вызвать к себе любовь и ненависть, не зря прожила эту жизнь. Всем доброго утра, господа. Просыпайтесь. Работать надо, работать.